Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Хочу продолжить обзор высокорослых томатов. И сегодня продолжу с замечательного сорта, который называется Планета Земля. Селекционер Билл Йодер, серия Дюран-Дюран. Растение индетерминантное, среднеспелое, вытягивается более 2 метров. Я думаю, что здесь, метра 3-то точно есть. Я его выращиваю в открытом грунте, в строительном баке 60-литровом. Ему здесь очень и очень комфортно. Навязал уже столько кистей, что просто огромное количество. Растение крепкое, сильное, лист простой, не длинный, облиственность довольно большая, формирует много боковых пасынков, которые я вначале обрезала, а потом не стала, пустила в свободное плавание. И посмотрите, какая здесь завязываемость. Завязывает абсолютно все кисти. Вот идет кисточка сложная, 3 листа и снова кисть попроще. И вот так формирует абсолютно все растение. Можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Посмотрите, какие это красивые черри. Округлые, цвет просто потрясающий. Оранжево-желтый, с карамельными полосами. Малиновый румянец. Все прекрасно в этом сорте. Вы знаете, некоторые плоды даже ближе к коктейльным. Они иногда доходят до 40 граммов. Вот так выглядит растение. Оно все в плодах. Если вы будете выращивать в теплице, то, конечно, ему нужно очень много места. И лучше выращивать без посынкования. Тогда вы получите огромнейший урожай. Хочется еще отметить хорошую устойчивость этого сорта к заболеваниям. Посмотрите, уже август месяц. Здорова абсолютно вся листва. Хороший иммунитет к болезням, а также к плохой погоде. Ведь лето у нас было безумно дождливое, холодное. И растения я ничем не укрывала. И все листочки здоровы. В неполной спелости плоды изумрудно-фиолетового цвета. А там, где очень много солнца, они вообще почти синие. И по мере созревания приобретают цвет баклажана. Фиолетовый, очень красивый. И появляются зеленые штрихи и оранжевый цвет. А при полном созревании это ярмарка ярких красок. Мякоть ярко-желтого цвета с малиновыми всполохами. Семена в ярко-желтом геле. Кожица эластичная, не растрескивается. Мякоть очень нежная, сочная, мармеладная. А вкус это просто конфеты. Вкус взрывной, фруктово-сладкий, ягодные нотки. Самый красивый и вкусный черри. Он становится одним из лидеров этого сезона. Черри Планета Земля отправляется в нашу коллекцию семян. Замечательный сорт. Теперь он будет одним из наших любимчиков. Вкус просто потрясающий. А семена вы можете приобрести в нашем магазине семян green-огород.ру. Мы всегда ждем вас в гости. Томат One Trick Pony. Селекционер Карен Оливер, Канада. Сорт среднеспелый, высокорослый. В теплице вытягивается до 1,80 м. Лист простой,
И лучше формировать в 2 стебля. Плоды плоско-округлой формы с небольшой ребристостью у плодоножки. И при созревании есть небольшие коричнево-зеленые плечики. Средний вес плодов от 100 до 300 граммов. И есть вот такие вот большие плоды до 500 граммов. У плодов очень необычный цвет. Его даже трудно описать. Я бы сказала, что это вишнево-шоколадный с оттенками дымчатыми и каким-то еще напылением. На разрезе томат очень красив. Ну, во-первых, он плотный. Такие томаты хорошо хранятся. Одно томатное мясо. Семенные камеры очень-очень маленькие. Мякоть вишнево-шоколадного цвета. Семена в зеленом геле. Кожица эластичная, не растрескивается. Мякоть нежная, маслянистая, а вкус взрывной. Просто взрыв всех вкусовых рецепторов. Здесь и сладость, и кислинка, и терпкие нотки, и яркое послевкусие, а аромат заполняет всю кухню. Вы знаете, очень люблю сорта Карен. Они все с очень хорошим, глубоким, насыщенным вкусом. Томат One Trick Pony отправляется в нашу коллекцию семян. Томат Мордовия в шоколаде. Это новинка селекции от Николая Жигалина. Сорт среднеспелый, индетерминантный. В теплице вытягивается до 2 метров. Растение очень и очень крепкое, вот с такими толстыми стеблями. Прекрасная завязываемость. В кисти завязывается до 5 плодов с очень интересной ребристой формой. Ребристые сердца. Листья очень крупные, большие, простого типа. Завязывает абсолютно все кисти. Даже при неблагоприятной погоде. Я формировала растение в 2 стебля. Плоды получились очень крупные. Но если его формировать в 1 стебель, плоды будут еще более крупные. Очень красивый томат. Шоколадно-оранжево-малиновый. И форма. Пышное сердце. В основном вот такая форма. Кстати, в неполной спелости плечики довольно зеленые. Потом они становятся шоколадного цвета. Зелень пропадает. Средний вес плодов от 150 и до 300 граммов. Судя по весу, плоды очень и очень большие, но не очень тяжелые. Поэтому я думаю, что там есть пустоты. Но сейчас мы это проверим. Мякоть на разрезе шоколадно-вишневого цвета. Есть в серединке плода малиновые галстуки. Пустоты есть. Сока в томате немного, но при этом он не сухой. Семян очень и очень мало. Кожица эластичная, не растрескивается. Ну а вкус просто замечательный. Сладкий, с легкой фруктовой кислинкой, очень насыщенный. И этот томат будет вкусен как в свежих салатах, так и великолепен при вялении и при заготовке соусов. Ну и, конечно, такой томат содержит много сухих веществ и будет хорошо храниться. Томат Мордовия в шоколаде отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Томат «Странная любовь», селекция Билла Йодера, США, серия Депеш Мод. Сорт раннеспелый, крепкий, но достаточно тонкого строения. Формирует очень пышные и объемные кисти.
Вот это все одна кисть, она расходится на эту сторону и вот сюда. Посмотрите, сколько здесь плодов, которые выглядят как новогодние игрушки. Растение индетерминантное. В теплице вытягивается до 1,80 м. Формирую растение в 2 стебля. И куст просто улеплен этими красивыми плодами. Лист простой, сильно рассеченный. Растение много места не занимает. На начало августа почти все плоды уже созрели. Остались только на верхушечках мелкие, и растение продолжает цветение. Но, конечно, эти цветы, даже если они завяжут плоды, с них уже урожая не получить, так как мы живем на Урале. Кисти формируются очень сложные, с большим количеством плодов. Если учесть, что они еще не все завязались, так как у нас все-таки очень холодное и дождливое лето было на Урале. И тем не менее, посмотрите, какая урожайность. На оранжевом фоне, я бы сказала, даже на золотисто-оранжевом фоне, малиновые, оранжевые и ярко-желтые полоски. А с пышных плечиков спускается карамельный антоциан. Все плоды плоско-округлой формы, с небольшой легкой ребристостью у плодоножки. И на вершинке бывают вот такие небольшие ямочки. Все лучики сбегаются к вершинке. Этим сортом можно любоваться просто бесконечно. Рассматривать каждый томат. Мякоть пиколор, желто-малиновая, семена в ярко-желтом геле, кожица тонкая, эластичная, сама мякоть желейная, очень нежная, сочная, мармеладная. Вкус взрывной, настоящий томатный, с легким фруктовым привкусом. Здесь прекрасный баланс и сладости, и фруктовой кислинки. А аромат, сладость раздается по всей кухне. Жаль, что нет солнышка, но мне кажется, и без солнца видно, насколько красив разрез у этого сорта. Томат «Странная любовь» отправляется в нашу коллекцию семян и становится одним из лидеров сезона 2026 года. Прекрасный сорт с очень большой урожайностью, красивейшими томатами великолепного вкуса. И если учесть, что томат устойчив к болезням, а также резким перепадам температур, то это просто находка для людей, кто проживает в суровом климате. Сорт печально известный. Серия Дюран-Дюран, селекционер Билл Йодер, Америка. Растение среднеспелое, очень крепкое, стебли толстенные, лист большой. Сейчас покажу его. Ну вот огромные листья с большими пластинами. Растение занимает очень много места. В кисти формируется от 2 и до 5 плодов бифштексов. Высота в теплице более 2 метров. Плодов формируется очень много. Некоторые кисти требуется подвязывать, потому что вес плодов солидный. Средний вес от 200 и до 400 граммов, но отдельные доходят и до 600. Форма плоско-округлая, с очень пышными боками, с ребристостью от плодоножки и очень красивый цвет. Бордово-шоколадный. Почти у всех плодов на вершиночке есть небольшое углубление в центре плода. На разрезе мякоть шоколадно-малиновая. В середине плода яркое малиновое пятно. Семена в зеленом геле. Кожица эластичная. Томаты почти не растрескиваются. Но если их перелить водой, они, конечно, дают трещины. Мякоть плотная, маслянистая, очень нежная, а вкус яркий.
очень насыщенный. Здесь прекрасный баланс сладости с легкой кислинкой, терпкими и ягодными нотками. Послевкусие просто пальчики оближешь. Ну и, конечно, дивный аромат. Сорт печально известный отправляется в нашу коллекцию семян. Очень урожайный, вкусный, не капризный и просто красавец. И завершить сегодняшний обзор хочу крупноплодным сортом розовый гигант Явина. Среднеспелый сорт, ближе к раннему, формирует очень крупные плоды. Куст достаточно толстый, большой, лист простой, сильно рассеченный, хорошо завязывает плоды, причем плодоношение очень длительное. Формирует вот такие огромные плоды. И они по всему растению. Некоторые кисти прекрасно держат свой вес, но я их чуть-чуть нормировала. А некоторые плоды, ну просто очень тяжелые, и они растения тянут вниз. Поэтому, конечно, требуется очень крепкая подвязка. Итальянский сорт неплохо прижился в нашем уральском климате, показывает неплохие результаты. В кисти завязывает от 3 и до 5 плодов. Я формировала в 2 стебля, но если формировать в 1 стебель, тогда нужно нормировать кисти. Форма томатов пышно сердцевидная. Кстати, вот здесь вот полосы. Это не трещины. Это томат не треснул, но чуть-чуть кожица хотела уже лопнуть, но не лопнула. И получились вот такие полосы. Это очень быстро поступала вода. И кожица не справилась с ростом. От этого бывают вот такие белые полосочки. Томаты нежно-розового цвета. Вес средний от 400 и до 600 граммов. Отдельные томаты до 800. Мякоть красно-розового цвета. Семенные камеры почти отсутствуют, как и семена. Кожица тонкая. Сама мякоть плотная, маслянистая, очень нежная. Томат не водянистый. Вкус просто замечательный. Вкус детства. Сладкий, с легкой нежной кислинкой. И прекрасный аромат. Настоящий томатный вкус. Розовый гигант Явина отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ru. Ну а если вы еще и любитель старого домашнего помидора, которые выращивали наши бабушки, то это ваш томат. Хороший, настоящий томатный вкус. На этом все. Встретимся с вами в следующем ролике, где я буду дальше показывать томаты, которые выращиваю в теплицах и в открытом грунте. С вами была Елена. Пока-пока.